Людям бывает сложно понять друг друга, доброта воспринимается как слабохарактерность, а излишняя строгость как попытка унизить или подчинить себе. Герой этой необычной истории, которая произошла около 15 лет назад. Поначалу не так понял одного дикого зверя, он думал, что хищник собирается его растерзать, но на самом деле у нападающего были совсем другие намерения. В одном поселке на территории Карелии жил старый лесник со своей взрослой дочерью и зятем и маленьким сыном. Как-то раз лесник отправился в лес за черникой, чтобы порадовать внука свежими ягодами. Мужчина хорошо знал здешние места, и для того, чтобы набрать действительно крупную ягоду, требовалось зайти в глухую чащу. Дойдя до места, пожилой человек сел на корточки, поставил рядом корзину и начал собирать чернику. Самодельным ковшом он так увлекся, что не заметил, как оказался около глубокой ямы. Внезапно послышалось яростное рычание. Это был медведь. Похоже, он почуял, что в его владение зашел человек и решил проучить незваного гостя. Но опытный лесник без ружья в лес не ходил. Мужчина выстрелил в воздух. Медведь отбежал в сторону, но почему-то покидать опасное место он не торопился. Лесник сразу понял почему. На земле лежал медвежонок, зверек угодил в капкан и не мог выбраться. Бурая хищница просто его охраняла, не зная, как помочь своему малышу. Человек достал из сумки перочинный нож, подобрал нужную насадку и за несколько минут открыл ловушку. Чтобы не испытывать судьбу, он поспешил уйти, пока медведица не пришла в себя. Всю обратную дорогу он чувствовал, что его преследуют, поэтому приходилось почти бежать. Лишь выбравшись из леса, он оглянулся. За деревьями стояла медведица. Она смотрела на человека каким-то странным взглядом, словно это был не дикий зверь, а просто благодарная мать, которая не знала, как оплатить леснику за спасение своего ребенка. Но лесник тогда этого не понял. Он подумал, что хищница просто не успела его догнать. Примерно через год лесник сидел у себя дома и ждал дочку с зятем. Они должны были вернуться из города, куда ездили за детской кроваткой. Семья ждала пополнения, однако молодые задержались, отчего старик стал переживать. Внезапно в избу вбежал сосед и начал кричать, что произошла беда. По поселку уходит медведь с окровавленной пастью и что-то носит в зубах. Лесник выбежал вслед за соседом. На улице собрались мужики, они стреляли в воздух, чтобы отпугнуть зверя, но медведь все равно далеко не уходил. Увидев лесника, зверь опустил голову, положил на землю какой-то красный сверток и отошла за деревья. Это была та самая медведица, от которой он убегал ровно год назад. Мужчина подошел поближе. На траве, завернутый в платье его дочери, лежал новорожденный ребенок. Старик не поверил своим глазам, он понял, что нужно идти вслед за медведем. Зверь действительно показал человеку дорогу. Медведица привела старика к заброшенному мосту, которым уже давно никто не пользовался, однако было видно, что кто-то недавно попытался пройти, но гнилые доски не выдержали. Лесник бросился на помощь. Внизу на камнях лежала его дочь и зять. Молодая женщина еще дышала, а ее муж уже не подавал признаков жизни. Дочь лесника благодаря помощи соседней и опытных врачей удалось спасти. Когда она смогла говорить, то рассказала, что это она уговорила своего мужа пройти одну остановку пешком. По местам ее детства они рискнули перейти через заброшенный мост, что привело к его обрушению. От перенесенного стресса у женщины начались схватки. Дальше она помнила, что к ней подошел медведь, а потом сознание временно покинуло ее. Старик, услышав этот рассказ, понял, что его лесная подруга решила вернуть свой долг. И сделала она это очень вовремя, ведь если бы не помощь хищницы, то старик мог бы в тот день потерять сразу двоих очень близких ему людей. Лесника также осенило, почему медведица год назад пыталась его догнать, но все же не напала. Видимо, хищница лишь хотела объяснить человеку, как она ему благодарна за спасение медвежонка, но просто тогда сделать это не получилось. Если вам понравилась эта удивительная история, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал.